Всем привет! Если бы мы говорили о деревне где-то в России, она бы называлась, наверное, Волково. Но сейчас мы в Сербии, и наш путь в село Вучье. Вук по-сербски – волк. Оно находится в 17 километрах от города Лесковац. Прямого автобуса из Ниши нет, поэтому нам нужно добраться сначала до Лесковца, а оттуда до Вучья. Сегодня суббота, мы ориентировались на сайт, состыковали рейсы, но по факту автобусов, на которые мы рассчитывали, не было. Мы пришли на автовокзал в 6 утра на рейс 6:15 АСП Юготранс, а уехали в 8:10. И из Лесковца должны были выехать в 7:30 и прибыть в Вучье в 8. В итоге ждали в Нише автобус 2 часа 15 минут, а потом в Лесковце еще целый час. И мы добирались 5 часов. Вывод. Не ориентироваться на других перевозчиков, только на Ниш-экспресс, и лучше ехать в будние дни. Ехать на машине или с организаторами туров. Но если вы экстремалы, как мы, welcome в нашу команду. Но, честно признаюсь, это место запало в душу, и хочется еще сюда вернуться. Тем более, что наш запланированный маршрут на Киту полетел в Тартарары. Автобус нас высадил у фонтана, а далее мы прямо, проходя мимо виллы Тиакаревичей, никуда не сворачивая, идем в сторону гор. Потом мы видим указатель и сворачиваем направо, чтобы посмотреть на церковь Иоанна Крестителя. Здесь, на реке Вучьянка, в прошлом стояла средневековая церковь в честь Николая Скобалича, сербского непобедимого воеводы, разрушенная турками. По желанию местных жителей и текстильного магната Тиакаревича, русский архитектор и художник Григорий Самойлов спроектировал церковь Рождества святого Иоанна Предтечи. Сам расписал иконостас, его подпись есть в правом нижнем углу на северных и южных дверях. Церковь построена в 1938 году, камень для строительства взят с горы Куковица. Григорий Самойлов был награжден орденом Святого Саввы 5 степени за эту работу. Затем мы возвращаемся обратно на дорогу и двигаемся дальше, в сторону гидроэлектростанции. Эта гидростанция начала свою работу 11 декабря или 24 декабря по новому стилю в 1903 году, и она была третьей по счету в королевстве Сербия, но первая по количеству вырабатываемой электроэнергии и по протяженности. 17 километров от Вучьи до Лесковца. И эта дата была выбрана не случайно. В этот день, в 1877 году, Лесковац был освобожден от турков. Оборудование было куплено у немецкой компании Siemens Halske. ГЭС забирает воду из реки по каналу длиной около километра, частично выработанному в высоких неприступных скалах. Но самое главное, это красота природы при строительстве не пострадала. И мы можем любоваться, а еще это излюбленное место для купания. Купальный сезон длится недолго и подходит для купания с середины июля до начала сентября. Излюбленные места для купания – это 2 водоворота. Верхний имеет ширину 15 метров, длину около 5 метров, глубину 2,5. Нижний ширину 20 метров, длину 10, глубину 4,5. Температура воды в водоворотах летом около 23 градусов. При этом прозрачность верхнего полная. Вода второго кажется почти черной. Из-за мягкости воды Вучьянка была выбрана в конце 19-го, начале 20 веков
местом для одной из первых фабрик текстильной промышленности в Сербии. Тогда Теокаревичи построили первую фабрику Стройковице в 1884 году, а затем еще одну в 1934 году, расположенную прямо на берегу Вучьянки в самом центре Вучья. Мягкость воды способствовала производству высококачественной ткани. Обратите внимание на песок. Камера не передает, конечно, но он блестит как золото. Это кристаллический сланец, особенность местных гор. Местная пищевая промышленность отменная. Советую. Мы возвращаемся к указателю и идем вверх по тропе. И через некоторое время мы выходим на обзорную. Она не отмечена на карте, но с нее прекрасный вид на каньон реки Вучьянки. Далее выходим на асфальтированную дорогу. Через некоторое время видим указатель направо, на обзорную Ведиковац-Соколица. Следуем дальше по маршруту на Скобалич-Град, Зеленград по-другому. Мы из-за того, что были ограничены во времени, туда не заглянули. Пару слов скажу только, что это оборонительная средневековая крепость-град, вернее то, что от нее осталось, построенная великим героем Николом Скобаличем, который сражался с турками-османами и никогда не был побежден. Есть модель, как выглядела крепость, она находится в Народном музее в Лесковце. Возвращаемся в Вучье. Вот такой небольшой круговой маршрут. Обратно все по плану. Ну почти. Автобус из Вучьи должен был быть в 17:10, а поехали мы в 17:50. В 18:30 из Лесковца по графику. Спасибо за просмотр. Отметьте палец вверх, если вам было интересно. Нам важна ваша оценка. До следующего путешествия!